нас с отеля половина, даже раньше, 4 утра. Приехали в аэропорт. Едиха, я ее больше никак не могу назвать, сказала нам в стойке, подходим, ни души, регистрируется другой рейс. Начали мыкаться туда-сюда. Ну, казусы у нас не заканчиваются. Я говорю, у меня второй казус в Турции. Казусы не заканчиваются. Дело в том, что наш, оказывается, рейс с 8:30 перенесли сначала на 9:30, а теперь уже на 10:30, да? А теперь уже перенесли на 12. Вот представляете? И никто нас не предупредил. Вот сейчас сидим здесь вот, в этом непонятно в каком кафе, отираемся, но теплит душу, что еще в Турции. Первый раз задержка рейса. Еще тоже казус. Пошли взвешивать чемоданы. Значит, у меня пока девушка опять гидиха, больше я ее никак не могу назвать, сказала, что можно в чемодане 23 килограмма, ручная, значит, 7 килограмм. Но, как оказалось, мы подошли туда, наша авиакомпания перекупил Аэрофлот, и Аэрофлот поставил четко рамки. 20 килограмм, даже если 100 грамм лишний, будете перекладывать. У меня оказалось 20 килограмм 900 грамм. Естественно, я начала вытряхать. Ну, теперь ручная кладь у меня, наверное, килограмм 10. Хорошо, если ее не взвесят. У Галинки на 3 килограмма больше, да, Галь? И дать будет. Сейчас всю халву сожрем. Всех шоколадки, все эти, как лукумы, блин, сейчас все сожрем нафиг здесь до 12 с голода, чтобы не гостинцы вести, а чтобы облегчить ручную кладь. Такие дела, в общем, у нас, ребят, представляете? Бывают. Мы не унываем, мы сидим за столом. Сейчас, может, посидим, пойдем чайку возьмем, да? Что еще делать? Покажу вам зал ожидания. Нет, это не зал ожидания, это кафе. Но слава богу, что нас не выгоняют отсюда. Вот это все наши несчастные люди из Волгограда, которые, сейчас вот прям говорю, которые Coral Travel, то бишь Санмар, не смог предупредить о переносе рейса. Вот представляете? Вот какое отношение к людям. А сейчас один мужчина пошел, разбудил сонного гида из Coral Travel, тот ему вразумительно ничего не мог сказать, сказал, на 12 перенесли. Но это куда дело годится, да? Но мы все равно оптимистичные. Да, Галь? Да. А что нам еще делать? Жди, да жди. Сколько там ждать осталось? У тебя на телефоне есть? Сейчас мы скажем, сколько времени. Нас привезли сюда. В 6 часов, наверное, да? В 6 часов нас привезли утра. А сейчас без 10 сколько? Без 10 7. Обалдеть. Это еще до 12, вот, представляете? Да. Ну вот такие казусы. И кто виноват? Виноват Coral Travel. Кстати, я же с ним летала, с Коралом, и говорила, больше не полечу. Ну, это был Санмар, это дочерняя, да? Вот мы в сентябре с Максимом летали, с Коралом, тоже херня была. Извините за выражение, но просто такое состояние. Мы 11-15 должны были уже в Волгограде. Но спасибо, сейчас девушка, русскоговорящая, умница. Как сообщить? Wi-Fi нет. Звонки, естественно, не дозвонимся, денег на телефоне никто, кто бы клал бы, да, потому что везде интернет, везде бесплатная связь. И она вот через свой телефон мы отправили встречающим нас людям, что рейс перенесли на 12, а там они уже позвонят в аэропорт и узнают, во сколько прибудет рейс. В общем, вот так. А так все хорошо, пока-пока. Закрываюсь. Мы все в аэропорту. Ну, чтобы как-то вас повеселить, я человек оптимистичный. Вчера лежали на бассейне. Вот мы выпали в осадок буквально. Это была бабушка с внуком. И она... Слышу фразу такую. Как же мальчика звали? А, Максим, Максим, ты не помнишь,
Я тебя антипригарной мазью помазала. Мы выпали в бой, конечно, вообще в осадок. Вот такого еще я изречения не слышала. То есть самолет так и задерживается. Везде регистрации идут, кроме Волгограда. Самолет наш задерживается 12 часов. Понимаете? И мы ничего, как говорится, сделать не можем. Нам остается просто ждать. Ну ничего. Ходим, гуляем по аэропорту. Покажу вам очереди. На регистрации. То если говорить, что в Турции никто не летает, а только ущербные люди, да, я просто слышала, комментарии мне писали, что вы летаете в Турции, вы ущербный человек, почему вы не летаете в Европу? Ну, я ей так пару слов ответила и отправила ее в бан, эту умную даму. Самолет отлетает через каждые 1,5-2 минуты и садятся точно так же. Сейчас посмотрим табло, не поменялось ли у нас время вылета, может опять еще перенесли. Не вижу, где Волгоград. А, вот он. Нет. Вот видите, на 10:30 сначала рейс был перенесен, сейчас на 12. Ну, кому интересно, приблизительно на 12 часов. Волгоград. Стойки наши 272, 274, 58, 18 рейс. Вот так, дорогие мои, мы застряли в турецком аэропорту. Ну хорошо, что хоть не в нашем. Потому что тот год, я помню, мы осенью летали, а нас-то предупредили, что рейс на 5 часов задерживается. А людей с Саратова, с Воронежа не предупредили. Они практически ночевали там ночь. В нашем терминале на жестких холодных сиденьях, это был уже сентябрь, это было прохладно у нас, если вы помните, кто живет в Волгограде. Так что вот так бывает и такое. Здесь вот лестница пошла наверх, это на паспортный контроль. Объявили нашу регистрацию, наконец-то. Ну что, мои дорогие, регистрацию прошли, сидим теперь. Паспортный контроль прошли. Сейчас все очень строго. Должно быть в руках одна ручная кладь. Опять перебрасывали шмотки из сумки в сумку. В общем, короче, дурдом. Тоже чемоданы вытаскивали, 20 килограмм, мне было 20, говорю, 900 вытаскивала. Теперь из ручной клади вытаскивала. Но все равно весело. Мы же в Турции. Сходили в дьюти-фри, как всегда, побрызгались всем, чем можно. Но я знаю одно, что мы по прилету домой пахнуть ничем абсолютно не будем. Если кто не в курсе, да, что в дьюти-фри это не застраховано от подделок точно так же, как и наши ритуалы и любые магазины, что это все фигня, самая настоящая. Сидим, ждем, у нас даже на табло не висит номер терминала, то есть наш самолет еще не прилетел. Представляете? Вылет в 12, сказали, могут даже еще и задержать. Что там случилось у них в Волгограде, я не знаю. Что у вас в Волгограде случилось? Что до сих пор самолет не прилетел за нами. В общем, триллер продолжается, ребят. Наш вылет перенесли на 1:30. Ну, спасибо, турки бесплатно нас покормили по посадочному талону. Мы сейчас едим пиццу, колу пьем, рыбу, эту картошку. Не знаем, как сообщить, чтобы сколько нас встретили. Здесь стоит 2 часа Wi-Fi $5. Посмотрим, может подключимся. А может догадаются наши.
будут звонить в аэропорт, когда мы прилетим. Даже мы им не говорили. Узнавайте сами, типа, если в 12 часов будет, узнавайте сами, во сколько мы прилетим. Вот так, а так все хорошо. Настроение отлично. Ну все, мы сели в самолет. Не на полвторого, а почти на пол. Я прям зашел, У всех чемпионаты, понимаете, любым человеком. И почему-то именно в Волгограде задержка. Это какой-то кошмар. Ну ничего, мы наверное, туристам нашим, стюардессы наши. Северный ветер. Ну и чё? Связали, из-за чемпионата, да, я же говорю, чемпионат. Дело в том, что в любом городе чемпионат. Но что-то ни в одном городе задержек нету. Да, только в нашем Волгограде из-за чемпионата задержек. Вообще. Не, просто были бы нормальные условия. В конце концов, просто взял бы, совсем не вот извинился по уму. А то побросали, какой-то кусок пиццы дали. Кусок пиццы, еще на билетах кусочки оторвали, что мы второй раз не пошли, не поедем. А мне еще и паспорт. Еще и паспорт вам порвали, да? Весело живем. Возвращайтесь на родину. Где-то. Ничего, Марина, вот только менять. Марина, скажешь, менять. В самолете покажу, что кондиционер не работает, но сейчас заполнится. Главное, чтобы меня в России пустили. В Волгоград я буду ездить на суда. Тем более после такого жаркого климата. Боюсь. Ну, не обращайте внимания. Ну ладно, закрываюсь. Низкий заряд батареи. Счастливого нам полета и мягкой посадки. Пока. Все будет хорошо. Встретимся уже дома. Не знаю, как будет меня слышно. Видно, смотрю, не очень. Но полет проходит нормально. Пару-тройку раз отключался кондиционер у них. Но еще мы на земле были. Конечно, тряханули на нервы, но все равно летать я обожаю. Эти облака.
большой.